Итак, ребят, всем привет! И следующий тип личности, про который мы будем говорить с вами, это ENFP. Мне тоже оставляли в комментариях заявку на этот тип личности, и сегодня мы поговорим о том, кто такие борцы, как называют их на этом сайте, 16 типов личности. Ссылочка будет внизу в описании. Кто не прошел еще этот тест, проходите и пишите в комментариях свой тип личности. Ну что, как всегда, обратимся к статистике. ENFP, борец, это довольно-таки средне распространенный тип личности, то есть 8% населения Земли принадлежат к этому типу личности, то есть средней частоты. Встречается, не сказать, что редко, не сказать, что супер часто, но чаще встречается среди женщин, как и все чувствующие психотипы, где буковка F, но существует такая корреляция, да, что думающих, там где буква T, это больше мужское мышление, да, а F чаще встречается у женщин. Так вот, женщин ENFP 10% населения Земли, а мужчин немного меньше, где-то 5-7%, но тоже довольно-таки, можно сказать, распространенные. Буква И означает экстраверт, Н означает интуит, F чувствующий и P perceiving, воспринимающий информацию и события, подстраивающийся к ним, да, а не планирующий тип личности. Следовательно, такие экстраверты, интуиты, чувствующие и любящие спонтанность. Примеры из жизни этого типа личности — это, например, такие известные актеры, как Джим Керри или Робин Уильямс. Все знают, наверное, этих знаменитых актеров, которые работали в жанре комедии, да? И как раз-таки это очень ярко описывает тип ENFP, потому что такие яркие, солнечные люди, вдохновляющие других людей, такие позитивные. Поэтому людей меланхоличного склада они не всегда понимают. Ну, как на сайте вы видели, они тоже относятся к дипломатам, как и INFP, то есть разница между INFP и ENFP только в первой букве, да, на самом деле там немножко другие когнитивные функции. Кстати, пишите в комментариях, если вам интересно разобраться в когнитивных функциях каждого типа личности, если кто вообще об этом слышал, но я, может быть, чуть попозже расскажу. Есть небольшая разница между этими двумя типами личности. Надо сказать, что ENFP, несмотря на то, что тоже открытые и неконфликтные, очень любят общаться с разными людьми. Они не любят прогибаться под какие-то правила или условия других людей, уступать в угоду своей личности, да, свободе своей личности. В отличие от INFP, они как бы более смелые и, можно сказать, такие деятельные, да. У них в голове всегда очень много идей, то есть творческих идей, и на первый взгляд они могут казаться хаотичными, непоследовательными, но это развитая интуиция и творческие способности позволяют им зачастую многого добиваться в искусстве. Они очень талантливые, остроумные люди. Это и актеры, и известные фотографы, и дизайнеры, то есть все такие тоже творческие области, но им присущ более активный контакт с людьми, нежели INFP, и поэтому зачастую они большей известности, может быть, добиваются благодаря этому, ну, благодаря сарафанному радио и знакомствам и так далее. Вообще у них много чего получается, но самое страшное для них — это скука. Вот какая-то, когда что-то скучное, занудное или заумное, они это вот очень не любят, да? Они любят активность, путешествия, какие-то события, куда-то с друзьями вместе поехать, сходить на какой-то концерт, веселой компании. То есть что-то занудное, заумное, спокойное или сильно интеллектуальное, скорее всего, их будет раздражать и быстро вызывать скуку. Особенно люди слишком структурированные, приземленные, прагматичные, любящие жесткие правила, регламенты. Вот это для них некомфортная атмосфера. Боятся еще, ну не то что боятся, они не очень хорошо воспринимают апатию и такую вот бездейственность, безинициативность.
потому что они чаще вот такие яркие, активные, все в движении. Но это не значит, что они не способны впадать в депрессию. Вот эта яркая оболочка, она может вводить в заблуждение, потому что все мы люди, как говорится, и всем свойственны какие-то моменты грусти и так далее. Ну, вот ENFP стараются вдохновлять других людей своим примером в таких случаях. Ну, это еще к чему приводит? К тому, что в личных отношениях они могут быть довольно-таки непостоянными. Ну, то есть не каждый партнер может удовлетворить их желание к новизне, путешествиям, какой-то спонтанности, новым впечатлениям бесконечным, стремлению к авантюрам, приключениям. Да? Отношения как бы такие серьезные, семейного, размеренного очага, это, конечно, не их. Это очень солнечные, такие яркие люди, которые очень много флиртуют. Ну, скорее, это просто общение для них в таком ключе. Они такие, хотела сказать, флиртовщики, но любят быть в центре внимания. Поэтому не каждый партнер будет воспринимать это адекватно и с пониманием. Ну, соответственно, когда ограничивают их свободу, ENFP будет брыкаться в этом смысле. Для них это естественное поведение. Они очень хотят, чтобы их индивидуальность уважали. И вот такая уверенность и независимость им свойственна. Также они не ценят то, что достается им очень легко. Поэтому если им кто-то понравился, они скорее будут притягиваться к чему-то таинственному, мистическому, недоступному, независимому, ради чего стоит там побороться. А если человек слишком быстро идет на контакт, слишком открыто с ними, то они быстро теряют интерес, и им кажется, что это что-то недостаточно уникальное, недостаточно недоступное и мистическое, в общем. Они любят выводить людей на эмоции, зачастую нарушая их какие-то личные границы, чтобы получить вот эту дозу искренности. Искренняя реакция человека на какое-то внезапное событие, искренняя такая непритворная эмоция. Это для них очень ценно. Например, если кто-то знает, Эллен DeGeneres, есть такое шоу американское, Эллен Шоу, где она проводила интервью, да, до 2020 года, по-моему, в 2020 году закрыли, и вот она достаточно, как это сказать, нетактично вела себя во время интервью, могла задавать какие-то очень вопросы, касающиеся личной жизни, нетактичные своим гостям, которые приходили к ней в шоу, ну, актерам, певцам и так далее. В связи с чем очень много скандалов было в прошлом году об этом. Ну, можете поинтересоваться, погуглить. Вот Эллен тоже ее относят к типу ENFP. Но здесь не самый хороший пример поведения этого типа личности, но то, чтобы вы имели представление, как это выражается в жизни, да. Ну, они умеют собирать вокруг себя толпу поклонников, и нравится толпе, развлекать ее таким образом. Поэтому могут также и весьма искусно манипулировать, да, вот такими моментами эмоциональными. Но опять же, это зависит от человека, да, вот его уровня развития, интеллекта и так далее. Они тоже очень хорошо распознают чужие эмоции, поэтому вот такая экстравертность, она любит взаимодействовать эмоционально с как можно большим количеством людей. Еще очень классное качество ENFP – это они делают из своих недостатков достоинства. То есть стараются вдохновлять других людей на то, чтобы они любили, ценили себя и все свои самые, там, может быть, неприглядные стороны, и верили в себя и в свои желания, в свои мечты, и шли к ним. То есть то, что не принято, например, в обществе, ну, какие-то такие мелкие детали, вот сейчас то, что идет такая тенденция к тому, чтобы, ну, там, не брить подмышки или что-то такое, что якобы в обществе считается не очень привычно или не очень красиво как-то себя вести. Они вот делают это своей фишкой. Не то, что небритые подмышки делают своей фишкой. Я просто пример привела. Они вот какие-то свои особенности, может быть, речи, да, делают своей фишкой.
и вводят это как бы в моду, что чтобы все хотели быть как они, да, в этом плане, что это круто. Вместо того, чтобы подстраиваться под общество. То есть это тоже такие нонконформисты, которые скорее будут проталкивать свою эстетику. Они любят все новое и не очень любят что-то прошлое, да, очень прогрессивные, тоже не очень любят повторения какие-то. Это все тоже для них скучно. Ну, следовательно, они стремятся, конечно, к общественному признанию и, как правило, да, его добиваются. Очень тоже классное качество, они постоянно смеются над собой, и рядом с ними очень комфортно, потому что они, когда рассказывают какую-то шуточку, они уже начинают смеяться. И причем причем в их случае этот смех, он супер заразителен, и что смеешься даже иногда не над шуткой, а над самим их смехом, потому что он мега такой заразительный. Но у меня есть несколько знакомых, да, INFP. Ну и вы помните вот этих актеров, которые я привела в пример. Даже дело не в самой шутке, а в их поведении. Да, они часто любят издавать какие-то смешные звуки или какие-то рожицы строить и могут рассмешить вообще любого. То есть и именно таким способом они пытаются поддерживать людей, когда там кто-то грустит. То есть они могут реально развеселить, поднять настроение вот своим таким поведением. То есть такие клоуны в хорошем смысле слова, очень позитивные, солнечные люди. Так же, как и INFP, ENFP относится к аутентичности, да, типу принятия решений. Аутентичность, которая ценит индивидуальность, свои ценности моральные. И это же самое они будут ценить в других людях. Все, что я описала, надеюсь, соответствовало. Ребята, те, у кого вышел тип личности ENFP, пишите в комментариях, насколько это подходит и о чем вы еще хотели бы, чтобы я рассказала. Кто еще прошел этот тест, также пишите в комментариях свой тип личности. Я расскажу о вас тоже в ближайшее время. Спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и увидимся в следующем видео.